Сегодня мы приготовим сильную тонизирующую маску для лица, которая стимулирует метаболизм и самообновление увядающей кожи, отлично выравнивает тон, борется с морщинами и пятнами, освежает и омолаживает. Нам для нее потребуется аспирин, покупаем в аптеке самый дешевый, без оболочки, корица в порошке, мед и теплая вода. К 4 таблеткам аспирина мы нальем несколько капель воды, для того, чтобы таблетки просто размякли. Затем добавим по половине чайной ложки молотой корицы, меда и теплой воды. Все тщательно перемешаем. Наносим маску на очищенную кожу лица, избегая области вокруг глаз. Оставляем для воздействия на 15 минут, затем смываем теплой водой. После нанесения маски кожу лица будет немного жечь. Девочки, не пугаемся, эти ощущения проходят в течение 2 минут. Сразу после маски кожа розовеет, как после парной. Тоже не волнуемся, эта краснота довольно быстро проходит. Конечный результат после этой маски мне очень нравится. Вы, наверное, уже знаете, что я вообще люблю маски с аспирином. Для моей жирной кожи лица они просто спасение. Так вот, эта маска обязательно пополнит список моих любимец. Кожа после нее мягкая, нежная, чистая, очень свежо и молодо выглядит. Сегодня мы приготовим шикарный скраб с аспирином. Он отлично очищает и отшелушивает кожу, питает, отбеливает пигментные пятна, осветляет, очищает поры, делает их менее заметными, снимает покраснение и воспаление, тонизирует кожу, придает ей свежий здоровый вид. Нам для рецепта понадобится аспирин в таблетках. Самый-самый дешевый, без оболочки. Морская соль. Можно взять и обычную поваренную, но лучше, конечно же, морскую. Растопленный мед и ваше любимое эфирное масло. У меня это масло апельсина. Оно придает лицу свежий вид и радует меня своим потрясающим ароматом. 4 таблетки аспирина мы измельчим. Добавим к ним пол чайной ложки некрупной соли, 1 столовую ложку растопленного меда и несколько капель вашего любимого эфирного масла. Наносим скраб на чуть увлажненную кожу массирующими движениями. Можно оставить его на лице для воздействия на 5-7 минут. Затем все смываем чуть теплой водой. Проводим такие процедуры 1-2 раза в неделю или по требованию, когда нужно быстро почистить и преобразить личико. Кожа после такой процедуры просто светится здоровьем и чистотой. Морщинки становятся не так заметными, поры чистые-чистые, а общий вид лица свежий и сияющий. Сегодня мы будем готовить омолаживающую, очищающую маску, которая замечательно подойдет для жирной и комбинированной кожи лица. Она великолепно выравнивает тон, подтягивает, разглаживает складочки на коже, значительно улучшает цвет лица, очищает черные точки, убирает воспаление, смягчает видимость морщин, делает кожу более упругой и молодой. Нам для нее потребуется всего 2 копеечных аптечных средства. Первый компонент нашей маски – это аспирин. Покупаем в аптеке самый-самый дешевый. Второй компонент нашей маски – это глина косметическая. Я беру белую, так как она лучше всего выравнивает тон кожи. Вы можете взять любую на свое усмотрение. Также для маски нам потребуется мед и вода. Измельчаем 6 таблеток аспирина, смешиваем их с небольшим количеством охлажденной кипяченой воды. Добавляем 1 чайную ложку косметической глины, пол чайной ложки меда. Все тщательно вымешиваем. При необходимости добавим еще немного воды. В итоге у нас должна получиться консистенция густой сметаны. Наносим нашу маску на очищенную кожу лица, избегая области вокруг глаз. Оставляем на 15 минут для воздействия. Когда маска подсохнет, смываем ее чуть теплой водой. Эффект от такой маски на моей жирной коже заметен сразу. Она чистая, поры менее заметны, лицо сияет, кожа выглядит более плотной, подтянутой и упругой. Я сейчас провожу такие очищающие, омолаживающие маски 1 раз в неделю и планирую провести полный курс из 10 процедур. Помимо желатина нам понадобятся следующие компоненты. Глицерин, его можно купить в любой аптеке за копейки. Аспирин,
покупаем в аптеке самый-самый бюджетный. Мед и вода без газа. 1 чайную ложку желатина мы заливаем 100 мл воды комнатной температуры и оставляем для набухания на полчаса. Затем к разбухшему желатину мы добавляем 1 столовую ложку меда, 3 столовые ложки глицерина. Таблетку аспирина сначала измельчим. Я для своей жирной кожи добавлю 1 растолченную таблетку аспирина полностью. Если у вас сухая или чувствительная кожа, уменьшите количество аспирина в 2 раза. Перемешаем нашу смесь и поставим ее в горячую воду или на водяную баню, помешивая до тех пор, пока смесь не станет однородной. Затем достанем из горячей воды, остудим, при этом регулярно промешивая смесь. Можно даже немного взбить, чтобы получилась пышная масса. Этого состава обычно хватает на несколько процедур. Он хорошо хранится в холодильнике. Перед использованием необходимое количество смеси подогреваем на водяной бане, наносим вечером за 1,5-2 часа до сна на очищенную кожу лица. Держим 20 минут, затем смываем теплой водой и наносим легкий увлажняющий крем-гель. Делаем такую маску 2 раза в неделю. Эффект, девочки, заметен уже после первых применений. Кожа более подтянутая, упругая, свежая, радует меня своей чистотой, и морщинки менее заметны. Сегодня я вместе с вами буду пробовать популярный в интернете рецепт, который обещает мгновенную подтяжку кожи лица. Нам потребуется 1 яйцо, а точнее белок, и аспирин. Покупаем самый-самый дешевый в аптеке. К 2 таблеткам аспирина я добавляю небольшое количество кипяченой воды, буквально пару капель, чтобы таблетки немного размякли. Потом выливаю к ним белок и все взбиваю венчиком или можно использовать миксер, как вам удобно. У нас должна получиться пушистая пена. На очищенную кожу лица наносим получившуюся пышную массу, избегая области вокруг глаз и губ. Оставляем для воздействия на 20 минут, потом смываем теплой водой. Что могу сказать по эффекту? Для моего жирного типа кожи то, что нужно. Кожа чистая, невероятно нежная, к ней так и хочется прикасаться. На мой взгляд, действительно стала чуть плотнее. Ну а для выраженного эффекта лифтинга, конечно же, надо проводить такие маски курсом. Для жирной комбинированной кожи 1-2 раза в неделю, а для сухой чувствительной 1 раз в 10-14 дней. Как всегда напомню, что перед первым применением необходимо провести тест на аллергию на сгибе локтя, а перед выходом на улицу защитить кожу лица солнцезащитным средством. Обязательно пишите свое мнение в комментариях, мне это очень важно. Ставьте свои оценки, подписывайтесь на мой канал Positive MM, а также на мой инстаграм «Миллион полезностей». Пока-пока, до новых встреч!